Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске я покажу вам, как создавать интерьерные букеты с нуля из бросовых, доступных и подручных материалов. Для пальмовых листьев я использовала упаковочную крафт-бумагу. Это бумага средней плотности, она не жесткая и не слишком мягкая. Хотя я применила термоклей для быстрой фиксации, но предпочтительнее использовать клей ПВА. Прорези в листьях можно сделать как маленькие, так и глубокие. От этого будет зависеть внешний вид листка. Концы листьев можно оставить как есть, но также их можно закрутить при помощи воды, так листья будут выглядеть более натуральными. Такие пальмовые листья можно окрашивать в любые цвета и применять в композициях или использовать как отдельные букеты. Листья для следующей композиции делаются по такому же принципу, только уже без надрезов. Для работы я использовала плотную глянцевую бумагу формата А3. Чем мельче складки, тем шире и красивее будет раскрываться будущий листок. Окрашиваю листья краской из баллона. У меня это супер хром. Краска очень глянцевая, блестящая и имеет зеркальный эффект.
В качестве вазы я выбрала пластиковую бутылку от шампуня. Очищенную от этикеток поверхность зачищаю мелкозернистой наждачной бумагой, а затем обезжириваю. Покрываю работу акриловыми красками. Использую темно-серую, серую, золотую, черную и бронзовую краски. Покрываю вазу акриловым лаком. Так как пластиковая ваза очень легкая, а композиция довольно высокая, внутрь емкости необходимо поместить любой утяжелитель. Дополнительно композицию внутри вазы можно укрепить кусочками пенопласта. Следующие листья – это листья папоротника. Здесь я использовала тонкую упаковочную бумагу, также можно применить бумагу для выпечки. Дополнительно в работе использую разбавленные наполовину водой клей ПВА и туалетную бумагу, которую можно заменить салфетками. Дожидаюсь полного высыхания и вырезаю зубчики. Поверхность будущей вазы зачищаю мелкозернистой наждачной бумагой, а затем обезжириваю. Использую средство для снятия лака. До половины покрываю работу белой акриловой краской, делаю ободок бронзой. А нижнюю часть оклеиваю шпагатом. Для приклеивания шпагата можно применять термоклей, полимерный клей, клей ПВА, а также можно использовать двухсторонний скотч. На свое усмотрение работу дополнительно можно украсить набрызгом, поставить мелкие точки или сделать трафарет.
Для закрепления красок верхнюю часть покрываю акриловым лаком. Так как ветки длинные, а бутылка плоская, то она получается довольно неустойчивая. Для того, чтобы работа была более устойчивой, в середину необходимо поместить какой-то утяжелитель. Для этого подойдет песок, крупа, соль, мелкие камни или вообще в нижнюю часть вазы можно залить гипсом. Далее я покажу вам отдельные листья и веточки, из которых можно будет составлять различные композиции и букеты. Фактически из мусора можно смастерить вот такие плоды артишока. Форма может быть как вытянутая, так и более округлая. По такому же принципу, только увеличив в верхней части листья, можно сделать плоды ананаса. Концы листьев припудриваю бронзовой краской. Покрываю артишок акриловым лаком. А такие пушистые веточки, думаю, что многие из вас уже давно делали. Для их создания понадобится флористическая проволока, атласная лента подходящего цвета и узкий двухсторонний скотч. Атласную ленту нарезаем на отрезки от 6 до 10 сантиметров.
Далее делаю крупные гофрированные листья. Для них использую плотную бумагу форматом А3. Очень красивые полупрозрачные веточки также получаются из пергаментной бумаги. Еще один вариант веточки из бумаги для выпечки. Также простые веточки можно сделать из обрезков крафт-бумаги. Их можно оставить в естественном цвете или окрасить в любой другой подходящий вам цвет.
Теперь пришло время собрать все наши веточки и листья в общую композицию. Это будет настенный букет в стиле бохо. Для основы из гофрокартона вырезаю овал необходимого мне размера. В итоге получился вот такой интересный вариант настенной декоративной композиции в стиле бохо. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, передаю огромный привет. Спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть. Спасибо за вашу подписку, за лайки, за комментарии. Ведь от вашего внимания, лайков и комментариев напрямую зависит рейтинг моего видео и канала в целом. Благодаря вам мои видеоролики попадают в рекомендованные и на главную страницу YouTube. Гостей канала, как всегда, призываю подписаться и нажать на колокольчик, чтобы всегда вовремя получать уведомления о новых мастер-классах. Всем моим зрителям желаю мира, добра, благополучия, крепкого здоровья, процветания. Пусть сбываются все ваши добрые мечты и желания. Творческого всем вам вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!